Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Гадания, заговоры, ритуалы Карина. Сегодня мы с вами погадаем на новой колоде Таро, Таро неизвестности, на замечательную тему поиск работы. Мы с вами посмотрим, как ваши дела, какие у вас есть возможности для того, чтобы вы устроились на работу и перспектива устройства на новое рабочее место. У нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Новое место работы, поиск работы. Первая карта показывает ваше текущее положение дел в плане жизни и подготовки к тому, чтобы вы устроились на работу, да. Может быть, готовы ли вы. Пока выкладываю карты, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк этому видео. И после просмотра обязательно пишите комментарии. Итак, первая позиция у нас нефрит. Вторая позиция горный хрусталь. Третья позиция дюмартирит. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции, остальные я убираю в сторону. Новое место работы, да, перспективы какие устроятся. Итак, наш нефрит и первая карта, характеристика текущего положения дел. Рыцарь пентаклей. Ну, вы знаете, вы готовы на самом деле к тому, чтобы устроиться на работу. Вообще, это карта человека работящего, трудолюбивого и того даже, кто, по сути, может быть, и работает сейчас. Ну, может быть, вы ищете новое место работы и хотите уйти со старого, да? Карта, если даже вы не работаете, говорит, что вы трудолюбивый, покладистый, надежный человек, честный. И, конечно же, любому работодателю захочется видеть такого работника у себя на работе, да. По сути, вы такая рабочая лошадка, медленно, но верно продвигаетесь всегда вперед, основательно все делаете. Любите, возможно, даже накапливать деньги. В будущем будете этим заниматься, скорее всего. Специалист может быть хороший или просто вот в своей какой-то профессии, в своей сфере. Вы такой умелый работник, да. То есть не обязательно, что у вас там есть огромное какое-то образование, там, не знаю, кандидатская степень или еще что-нибудь. Не обязательно. Но, допустим, в своей сфере вы вот как-то более-менее профессионал. И вас можно оценить как профессионала. Так, смотрим ваши потенциальные возможности. Колесо фортуны. Ну, ваша потенциальная возможность, по сути, может быть, даже поехать куда-то, потому что колесо фортуны часто показывает переезд на новое место, поездки или работу, связанную с разъездами, с командировками, с дорогой. Также по колесу фортуны у вас действительно есть возможность положиться на судьбу, на удачу, потому что может повезти с хорошим новым местом работы. Именно как вот повезет, да? Именно повезет найти хорошее место. Ну, конечно, нужно искать, потому что когда ничего не делаешь, как оно повезет-то? Все равно что-то нужно делать. Какие необходимы вам качества для устройства на работу? Ну, тут у нас пятерка кубков. Карта, знаете, как показывает, что нужно научиться видеть возможности, плюсы, свои достоинства, а не недостатки. Также нужно научиться приветствовать, ожидать клиента, то есть не выговаривая ему, там, допустим, если он опоздал или еще что-то. Карта, она, в принципе, такая, знаете, спокойная.
Она показывает, что вы должны быть стрессоустойчивы, да. И еще здесь люди как будто бы разбрасывают много, но и постоянно, вот знаете, как пьют кофе или чай. Может быть, нужно научиться организовывать порядок на работе. То есть вы в этом плане станете самым ценным сотрудником. Так, перспектива устройства на новое рабочее место в ближайшее время, ну там в ближайшие месяц-полтора. Ага, паж мечей. Вы знаете, да, эта карта показывает, что при должном шевелении, ну то есть если вы будете очень активны, то в ближайшие месяц-полтора вы точно устроитесь на работу, но в качестве как будто бы как ученика или кого-то, кого нужно сопровождать. Вообще паж мечей всегда в курсе всех событий, он старается, он такой разведчик, он прям действительно активен в работе, учится с удовольствием. Там на новой должности, да, все равно нужно навыки какие-то вырабатывать. И, соответственно, если вы будете ко всему этому стремиться, то очень быстро найдете работу. Но, конечно, это не директором, да. То есть паж мечей сразу обозначил. Ну, не директором ты пойдешь по своей, наверное, какой-то профессии, но не руководитель, а человек, которого-то нужно все равно чему-то там научить, что-то ему показать некоторое время. Возможно, будет испытательный срок. Что у вас ожидает на новом месте работы? Пятерка жезлов. Вот видите, постоянная борьба. Карта показывает, что есть конкуренты, постоянно нужно соревноваться с ними, показывать лучшие результаты, также показывать свои постоянно навыки, как вы работаете, как вы стараетесь, потому что иначе возьмут другого человека. То есть у вас какая-то такая работа будет очень подвижная, нужно себя зарекомендовать. И да, ожидает борьба, ожидает соревнования на новом месте работы. Но может оно и к лучшему, это вас простимулирует. Ну вот такой ответ по первой позиции. А мы идем к позиции номер 2, наш горный хрусталь. И первая карта — текущее положение дел. Четверка жезлов. Может быть, вы человек, который сидит дома, и ну, ему, в принципе, хорошо дома, нравится все. Но уже хотелось бы выйти, допустим, на работу, но вот сказать, что очень хотелось бы и прям супер жаждете, тоже невозможно здесь. Если вы работаете, карта показывает очень стабильное место работы, где ничего не меняется годами, и вы ищете поэтому новую работу. Но вам и на этой работе комфортно. А вот если вы не работаете, совсем не работаете, вам очень комфортно в своей зоне комфорта. Очень комфортно в своей квартире, в доме, у родителей или с мужем, с женой. Может быть, даже в одного. Но очень хорошо. Вы привыкли не работать, возможно. Какие у вас есть потенциальные возможности для того, чтобы устроиться на работу? Ну, вы знаете, эта карта шестерка пентаклей. Она всегда показывает, что возможностей куча. Море и гора прям. Вы знаете, вот выйдете вы на рынок, как говорится, со своей какой-то профессией или с тем, с перечнем профессий, которые вы можете там должности занимать, да. И вот как, ну, сразу же можете найти работу. По сути, никаких проблем-то с этим нет. У вас, возможно, даже есть человек, который может вам помочь найти работу. Было бы, как говорится, желание, потому что шестерка пентаклей, она всегда показывает очень большие возможности для работы. Но опять же, эта работа, ну, какая-то средняя, да, усредненная должность, не с огромным, там, допустим, окладом, а с каким-то средним, вот так. То есть все дается человеку по трудам его, взвешивается тщательно, что ему выдать. Так, какие необходимы качества для устройства на работу? Повешенный. Уметь приносить жертву ради работы.
допустим, пожертвовать личным временем, ну, временем проведения там, выходных, например, с семьей или отпуск, там, да. Потом меньше уделять внимания, получается, придется там своим хобби или детям, или там родителям. Получается, нужно принести что-то в жертву, да. Ну, вот, чаще всего это свое личное время, свои силы, свою энергию затратить. И, соответственно, если вы умеете эту жертву приносить, то есть потратить прям конкретное время на то, чтобы адаптироваться на работе, тогда все хорошо. А если нет, то вам придется это вырабатывать. И вообще повешенный это кто-то, кто может знать, что ему успех не дастся просто так, даром. То есть ему придется за этот успех действительно побороться и что-то прям отдать, то, что ему очень близко к сердцу, там, то, что ему нужно. Понимаете? Перспективы устройства на новое место в ближайший месяц-полтора. Давайте посмотрим. Рыцарь мечей. Перспективы у вас очень быстрые. Вы можете устроиться на работу очень быстро. Меньше, чем за месяц и чем за полтора. И могут быть неожиданные повороты событий, нахождение работы на расстоянии от дома, и просто неожиданные какие-то заявки, предложения, неожиданная реакция на ваше резюме быстрая. И просто нужно шевелиться. То есть рыцарь мечей всегда предупреждает, если ты это делаешь, то у тебя все сразу получается, да? Если ты это не делаешь, ну что ж, как говорится, ты пока не готов выйти из своей зоны комфорта. Все. Но перспективы большие, устроиться быстрее, вот как можно даже быстрее, там, не знаю, за неделю можно устроиться с такому человеку, как вы, по сути. Возможно, у вас хорошая профессия. Что ожидает вас на новом месте работы, если вы устроитесь? Солнце. Ну, большой успех, быстрый рост. То есть, если вы жертвуете своим временем, силами, конечно, в итоге вы добьетесь огромных результатов. Популярность. Я думаю, что и карьерный рост, и большие деньги. Удача, большая удача. Вам там понравится, коллектив понравится, все понравится, работать, сама по себе работа, да? Вам будет по душе, по сердцу, я бы сказала так. То есть, по сути, вам надо бы на работу, надо бы. Или на другую работу, если вы уже работаете. Или если вы не работаете, вам надо бы на работу. Вы как-то засиделись, скорее всего, а там вас ждет именно радость и успех. Ну, вот такой ответ по второй позиции. Третья позиция Дюмартирит. Первая карта. Текущее положение дел. Десятка кубков. Ну, первое. Вы счастливы где-то уже. Вот сейчас счастливы в своем мире, в каком-то вы живете, или там в семье. С детьми там, может быть, или еще что-то. Либо вы уже работаете на работе, где очень хороший коллектив. Или устоявшийся коллектив. Или это бизнес семейный. Вот. Но в любом случае карта показывает человека воодушевленного, гармоничного изнутри. И который нормально входит в коллективы, да. То есть это уже плюс. Так, давайте посмотрим ваши потенциальные возможности, которые у вас есть сейчас. Тройка мечей. Вы хотите какую-то работу, которой вы не соответствуете. То есть человек вы хороший, работать вы можете, вы гармоничны, вы приятны. Возможно, вам хорошо в своей семье или там в каком-то доме, или где-то, где вы работаете в коллективе. Но вы хотите чего-то, чего как будто бы добиться невозможно. Тройка мечей, тройка топоров явно показывает, что вы не соответствуете вашим собственным возможностям. Или как, ваши желания не соответствуют вашим возможностям. Вот так. То есть то, куда вы как бы стремитесь, туда не попасть. И если вы выбрали не свою позицию, меняйте, потому что здесь явно у человека, допустим, завышенные ожидания. Хорошо. Характеристика необходимых качеств для устройства на работу. Двойка мечей. Очень такая серьезная неконфликтность. Ну, до такой степени, что человеку могут, не знаю, в лицо плюнуть, а он ничего не скажет.
Умение молчать, держать язык за зубами, не смотреть в какую-то определенную сторону, куда, ну, запрещено смотреть. Закрыть глаза на многие проблемы, трудности и на нарушение, например, законодательства. Или закрыть глаза на характер начальника или на сотрудников, понимаете? То есть тут надо очень много чего закрыть глаза и быть совершенно неконфликтным человеком, уметь принимать решения. Стрессоустойчивость. Так, какие перспективы устройства на новое рабочее место в ближайший месяц-полтора? Умеренность, мол, пока придется подождать. Нужно исцелить свою душу, свое сердце, понять, кто ты, помолиться. Рано вам на такую работу. И нужно все-таки хорошо подумать, какую конкретно вы хотите работу. Потому что та, которую вы вот сейчас конкретно хотите, она вам, ну, почему-то недоступна. Что-то не так. И вам нужно пересмотреть позиции. То есть, может быть, поискать какое-то еще место или какой-то вариант. Что-то здесь немножко не так. Может быть, вы просто не готовы. Знаете, вот бывает внутренне нет готовности на работу идти, и все. Что ожидает вас на новом месте работы, когда вы устроитесь? То есть устроиться-то вы устроитесь просто не за месяц-полтора, позже, да? Двойка пентаклей. Все время нужно будет показывать себя, свои хорошие качества. Хочешь жить, умей вертеться. Постоянные качели, постоянно нужно балансировать. Очень много трудиться, работать сверхурочно. То есть работа прям какая-то тяжеловатая в этом плане. Бывает в физическом, бывает в моральном. И за какую-то не совсем большую заработную плату нужно очень сильно вывернуться. То еще раз повторю, задумайтесь, а кем вы хотите работать, потому что здесь надо пересматривать себя, вообще вот человеку, брать, работать с собой вообще, хочу ли я, буду ли я счастлив на такой работе. И, может быть, подумать, а не занять ли какую-то еще должность, ну, с той же, допустим, зарплатой, но с меньшим вложением силы и энергии. Ну, вот такой ответ дали карты по третьей позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!